Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас важная тема о посадке яблони. Как посадить яблоню осенью так, чтобы она вам уже весной показала, что она жива, что она хорошо растет, и что буквально в следующие год-два вы будете иметь хороший урожай. Поскольку за окном конец октября, сегодня уже 31 октября, самое время заниматься посадкой яблонь и других плодовых деревьев именно осенью. Я начинаю посадки плодовых деревьев осенью примерно в конце октября и до 10 ноября. Почему? Потому что у меня должно остаться хотя бы 2 недели перед заморозками для того, чтобы мои растения укоренились. То есть надо определиться с периодом, когда у вас начинаются первые заморозки, и даже не так, устойчивые заморозки. И за 2 недели до начала этих устойчивых заморозков самое время заниматься посадкой плодовых деревьев. И не только плодовых деревьев. И луковичных культур, и кустарников. Это самое подходящее время. Сегодня у меня в качестве посадочного материала 2 яблони. Сейчас я вам их покажу. Первый сорт это Golden Delicious. Это американский сорт, который входит в 15 лучших сортов яблонь, выведенных в Америке и культивируемых в этой стране. Golden Delicious это яблоня, которая была получена совершенно случайно одним из селекционеров путем скрещивания другого посадочного материала. Ну, как потом выяснилось, у него получился великолепный результат. Это желтые яблоки, крупные, такой грушевидной формы. У нас их еще называют груша-яблоко, потому что они имеют очень сладкий вкус и прекрасный товарный вид. И вторая яблоня это яблоня Луна. Это яблонька чешского селекционера, чешской селекции. Это тоже желтое яблоко. Оно имеет размеры несколько меньше, округлую форму и немножко менее сладкий вкус. Но в чем отличие этих 2 яблонь? В том, что чешская Луна это очень устойчивая яблоня против парши и довольно устойчивая яблоня против мучнистой росы. А вот Golden Delicious или Golden Delicious, как бы сказали французы, это яблоня более восприимчивая к заболеваниям, особенно к грибковым и поражению всевозможными насекомыми вредителями. Поэтому, если вы будете сажать эту яблоньку, вам придется серьезно повозиться, когда вы будете ее растить. Для нее нужны обработки в первую очередь. Если хотите сохранить урожай, то придется обрабатывать эту яблоню регулярно, в отличие от чешской Луны. Ну, теперь давайте посмотрим на посадочный материал. Значит, первым делом посмотрим на корни. Видите, они у меня были в полиэтиленовом пакете, потому что корень не должен быть сухим. А теперь посмотрим на сам корень. Он достаточно хорошо развит. Вот здесь точка прививки. Видите, эта яблоня прививалась черенком. Вот место прививки. Теперь посмотрим на ее высоту. Если мой рост 1,70 м, то вот смотрите, яблонька где-то примерно 1,60 м. Это даже несколько большевато яблоня, если мы рассматриваем ее как посадочный материал. Лучше, если бы вы брали яблони примерно вот такой высоты, 1,20 м, 1,30 м. Это самый хороший посадочный материал, который легко приживается. То есть растения молодые, корни при выкапывании не страдают, когда их садоводы готовят к продаже. И такие яблони приживаются очень хорошо. Если яблонька побольше, корневой аппарат уже достаточно сильный и повреждается при выкопке, после чего растение, конечно, страдает. Теперь посмотрим на саму, скажем так, живость корня. Сейчас я возьму секатор и посмотрим, как он себя чувствует. Если вы идете на рынок или в садовый центр покупать саженцы, конечно, возьмите с собой секатор.
моя вам рекомендация. Что мы сделаем? Мы проверим вот эти вот большие корешки на степень их свежести. Значит, как бы я вам показала. Вот так вот подрежем и посмотрим. Видите, вот корешок сам белый. Вот такие должны быть корешки, не засохшие, не замокшие, не коричневые, не зеленые, не черные, а именно белые. Это значит, что корень у вашей яблоньки живой. Значит, это мы проверили. Эту яблоньку, теперь давайте найдем на этой яблоньке корешок такой тоже потолще и тоже его проверим. Вот этот проверим. Посмотрите, тоже он белый, хороший, чистенький. Это значит, что корень здоровый. Теперь вернемся к нашей верхушке. Вот верхушка дерева. Поскольку это осень, то верхушки, конечно, обрезать не надо. Но для того, чтобы проверить растение, насколько оно живое, я вам срежу. Вот здесь вот срежу, покажу. Обычно это делают весной при покупке. Вот здесь внутри, посмотрите, ствол зелененький, то есть идет сокодвижение, растение живое. Это я срезать не буду, потому что видно, что листья вот еще зелененькие, живые. Теперь по поводу листьев хотела бы с вами поговорить. Значит, если вы покупаете посадочный материал, то ли весной, то ли осенью вы сажаете деревья, значит, облиственность – это плохая примета для яблонь и для любых плодовых деревьев, потому что листья при высыхании забирают очень много влаги, и корень фактически становится изможденным. Что мы сделаем? Мы все эти листья уберем, то есть уменьшим площадь испарения, для того, чтобы корень не нагружался, потому что растение сейчас будет помещено в почву, у него есть период для приживаемости, и корень не должен нагружаться. А листья как раз и требуют нагрузки от корня, поэтому мы все эти листья удалим, или проще, если уже они подсохли, просто вот взять вот так рукой и снять эти листья. Но у меня листья живые, поэтому я их удалю. Но обычно, если хотите купить хороший посадочный материал, то нужно покупать после первых заморозков. Тогда растение само сбрасывает этот лист и получается голеньким. Ну, у нас заморозков как таковых еще не было. Был небольшой, но яблоня довольно выносливая к заморозкам растения, поэтому на нее, очевидно, он не повлиял, этот заморозок. Вот, фактически посадочный материал уже готов к посадке. То же самое я сделаю и с этой яблоней. Как только вот в таком виде ваши деревья, их уже можно сажать. Теперь поговорим о том, что нужно положить в посадочную яму. Поскольку деревцо молоденькое, ему не нужно большое количество питания, надо вот буквально на первый год, чтобы почва-смесь для его посадки была достаточно такой легко питательной, я бы сказала. То есть в одну посадочную яму вполне достаточно положить пол-ведра хорошего перегноя, хорошо перепревшего, то есть такого перегноя, который не будет дальше греться, если вы положите его в посадочную яму. Процесс гниения в таком перегное должен быть закончен. Тепло выделяться уже не должно. Ну и на каждую посадочную яму можно положить еще, как обычно ложат и огородники, и садоводы, еще пол-литровую баночку пепла. Обычного древесного пепла. Если у вас даже нет этой пол-литровой баночки, ну, стаканчик положите. Сделайте эту почвосмесь, и в эту почвосмесь сажайте ваши саженцы яблонь. Идемте посмотрим, что я приготовила на этот раз. Вот у меня готовая смесь для посадки одной яблоньки. Вот здесь слева перегной, затем пепел древесный и ведро с водой.
Сейчас я все это сначала пролью посадочную яму водой, затем туда положу смесь перегноя и земли и сверху засыплю пеплом. Все перемешаю, сделаю такой почвенный коктейль и посажу туда яблоньку. Ну что ж, начнем работать. Главное при осенней посадке плодовых деревьев не переусердствовать с количеством удобрений, чтобы корни растения не перегрелись в процессе прирастания. Поэтому органические процессы гниения, брожения должны быть закончены в перегное. Только в таком случае ваш перегной сослужит хорошую службу для этого растения. Теперь смотрим глубину нашей посадочной ямы. Вот здесь есть место прививки. Значит, это место должно быть у вас над точкой, где начинается уже почва, чтобы здесь не произошло процессов гниения, чтобы здесь не было плесени. Вот эта точка прививки должна быть над почвой. Поэтому у меня еще явно не хватает земли. Я добавлю землю. Так, и теперь будем подсыпать дальше. Теперь нужно утрамбовать растение, чтобы оно было зафиксировано в почве. Еще видны корешки подбоя. Подсыпать землю. Дерево посажено. Теперь прольем водой. Нужно хорошо пролить водой, чтобы корешки почва затянула, чтобы не было воздушных таких раковин, чтобы корень включился сильнее. Сейчас водичка немножко впитается. Я засыплю поверхность снова почвой. И потом немножко попозже, как только земля осядет, еще подсыплю и замульчирую. То ли слоем опавшей листвы, то ли просто обыкновенной соломой, для того, чтобы влага сохранялась дольше для корня и чтобы растение могло быстрее прижиться, чтобы не было резких перепадов температур, как только наступит холода. Вот, собственно говоря, наша с вами работа закончена. Яблонька посажена.
Будем надеяться, что весной она покажет, что ей здесь понравилось. И она решила в нашем саду остаться, для того, чтобы радовать нас урожаем. Все, дело сделано, деревья посажены. Теперь буквально пару слов хочу вам рассказать о месте прививки и о том, как его расположение влияет на развитие яблони. Давайте внимательно посмотрим, где сейчас находится эта точка прививки. Вот эта вот нижняя часть – это подвой. Верхняя часть – привой. Здесь был привит черенок плодового дерева, а внизу подвой, от выбора которого зависит высота вашего плодового дерева. Если само плодовое культурное дерево будет иметь возможность образовывать корни в этом месте, там, где прививка, в этой точке, то оно вырастет и 5, и 6 метров в высоту. Что, конечно, нам не нужно, потому что это довольно сильное растение. Поэтому им в питомниках, что называется, укорачивают рост, используя для подвоя в питомниках более слабо растущие деревья. Корневая система которых не позволяет вот этой верхней части дерева слишком сильно расти, слишком интенсивно. И благодаря этому мы получаем невысокое дерево, которое может плодоносить, и плоды которого мы можем собирать без применения каких-то дополнительных средств подъема на это дерево. Если же вы точку привоя, точку прививочки опустите в почву, заглубите ее в почве, то окажется, что вот эта верхняя надземная часть может образовывать свою корневую систему, потому что вот здесь вот находится возможность для образования новых корней. Именно вот этой верхней части. И как следствие вы получите высокорослое дерево со своей корневой системой. Или же может быть наоборот. Нижняя часть, на которой прививается плодовое дерево, формирует свои почки роста, и отсюда вынырнет новое растение. Потом вы увидите, что это было на самом деле. На что было привито ваше плодовое дерево.